Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами украшаем свадебную тарелочку. Она у меня еще не готова, на следующей неделе мне придут камни, и, конечно, я вам покажу продолжение. Но время я терять не буду, следующий урок покажу, как украшать свадебные приборы. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Начнем урок с того, что я покажу, какие материалы я буду использовать и все размеры. Здесь у меня полубусины разного размера. Вы видите все размеры. Стразовая цепочка 2,5 мм серебряная и цепочка серебро, камни и жемчужины 2 мм. Если у вас тарелка в покраске или тарелка, где виден контур, то здесь мы просто будем брать цепочку и подклеивать по контуру, наносить клей. Тут все легко. Если у вас тарелка вот такая или другая, где нет определенного контура, нам надо его или нанести, но у меня есть один приемчик, который я вам покажу. Для примера у меня маленькая тарелка, но ее надо побольше, чтобы был диаметр, который вам нужен. И просто вы накладываете на другую тарелку, закрепляете или скотчем, или что-то изнутри, чтобы это не шевелилось, не двигалось. И когда будете подклеивать цепочку, вы просто вот так по кругу ее уложите и красиво подклеите. Потому что на тарелке не нарисовать, она глянцевая и все будет стираться. А такой способ очень удобный. Для работы я использую клей фирмы Уху, немецкий, бесцветный, и он не желтеет. Для удобства я переливаю в аппликатор с тоненьким носиком. Ссылку на него я оставлю. Нам понадобится пинцет, ножницы и, конечно, стразовая цепочка. И края стразовой цепочки подклеим вместе, чтобы нам было удобно. Первые два звена. На первые два звена сбоку я наношу клей. Совсем чуть-чуть, чтобы закрепить. И закрепляю цепочку вместе для удобства работы. Очень извиняюсь за соседей. Начало работы — это я просто наношу немного клея. Начинать можно в любом месте. И закрепляю первые звенья. И даю им закрепиться. Дальше работу пока не продолжаю. Для удобства я повернула тарелку и под углом ее установила. И теперь также мы работаем, как мы работали с елочными игрушками. Мы раздвигаем цепочку, наносим клей, наносим достаточно много. В процессе работы вы почувствуете, как клей работает. И укладываю с одной стороны цепочку и с другой стороны. И соединяю ее вместе. Это очень удобно пинцетом соединять. И даем закрепиться. В руках я всегда держу мокрую салфетку. Очень удобно вытирать носик. И снова раздвигаем цепочку. Наносим клей. И все аккуратненько складываем вместе. Сначала с одной стороны и с другой стороны. Мне немного неудобно под камерой снимать, но я стараюсь вам показать. Цепочку растягиваем, чтобы она у нас все звенья ложились ровно. И при этом всю вот так вместе затягиваем. Все поправляем и даем закрепиться. Я приблизила камеру пониже, чтобы вам было видно. Вот и снова наношу клей. И ровно укладываю цепочку. Сначала одну. И вторую. И соединяем все вместе.
Огибаем уголок и продолжаем работу. В процессе работы, когда вы обклеили одну сторону, берем пинцет и вот так вот ровно, если что-то где-то неровненько, все подправляем, пока у нас еще все не закрепилось. Чтобы все углы у нас были одинаковые и красивые. И продолжаем подклеивать всю тарелочку. Вторым краем цепочки подходим к началу, лишнее обрезаем. И вторую сторону, и заклеиваем все вместе. При этом не забываем цепочку подклеить между собой. И начнем с вами делать узор, который мы вчера придумали. И для начала, так как у нас полубусина будет полностью обвернута стразовой цепочкой, я посередине подклею цепочку, которую я подготовила. Это чтобы закрепить цепочки вместе, и чтобы потом мне не пришлось бусину двигать туда-сюда, чтобы случайно не испачкать тарелку. Поэтому я подклеиваю стразовую цепочку и даю закрепиться. И на месте расположения полубусины я наношу клей. И подклеиваю саму полубусину. Теперь вокруг полубусины наношу аккуратно клей. Видите, у меня даже рука дрожит. Настолько надо работать все аккуратно. И теперь располагаю цепочку. Снизу она у нас закреплена. Все прижимаю, выравниваю и даю закрепиться. И также поступаю на все остальные стороны. Теперь мы с вами начинаем подклеивать жемчужины каплевидные. Наношу клей, беру каплю и подклеиваю посередине. При этом оставляю расстояние, чтобы у меня было подклеить стразовую цепочку. И подклеиваю, сначала намечаю маленькие такие, чтобы одинаково было. И наношу клей. И располагаю жемчужины. Все поправляю и даю закрепиться. Вот вы видите, я уже начала украшать. И сейчас я взяла цепочку, где у меня жемчуг и стразы. И начинаю аккуратно наносить клей вокруг полубусин. При этом подклеиваю, как я вчера показывала, один край длиннее, другой короче. Один край я вытаскиваю, вытягиваю, а второй укладываю вровень с бусиной. И получается такая вытянутая полубусина. Все камни расправляю, чтобы смотрели вверх. Обязательно края цепочек между собой склеиваем. Помогаю себе силиконовой кисточкой. И если надо, лишнее подтираю. Вот, получается все красиво и аккуратно. Приступаю к следующей полубусине. Снова наношу аккуратно клей. Беру цепочку. Один край больше.
И другой располагаю вровень. Все камни должны смотреть вверх. Края цепочек подклеиваем. Все поправляем. Если где-то лишний клей, убираем. И продолжаем работу. Вот что в итоге у меня получилось. И уже на готовую работу, прикладывая вот эти полубусины, росинки, почему-то мне показалось, что они лучше будут смотреться вот так вплотную, а не как я прикладывала в начале. И вот таким образом я их приклею. На следующей неделе мне придут мелкие камни, и тогда я закончу. А сегодня уже урок будет без камней. И, скорее всего, камни будут или вот такие вот, только помельче, или с которыми мы с вами делали игрушки, вот такие. И я заполню все пустые места. Ну что ж, а сейчас приклеим камни. Ну и теперь мы с вами приклеим полубусины. Делаем это, если подклеиваем с одной стороны, подклеиваем сразу с другой стороны, симметрично, чтобы у нас все получалось ровно и красиво, чтобы пока клей не застыл, мы могли все поправить. Вот все поправляем с двух сторон. Теперь подклеиваем следующее. И я всегда в руке, как вы уже заметили, держу салфетку. Всегда вытираю носик. Очень удобно. И сразу же все. Смотрю, что все было симметрично, ровно и красиво. И продолжаем работу. Подклеиваем все остальные полубусины. Если у вас все-таки клей где-то просочился, все убираем кисточкой и вытираем, чтобы у нас все было аккуратно. Работа кропотливая, очень медленно идет, но результат, конечно, радует. И продолжаем. Ну вот, вы видите почти законченный вариант. На данный момент у меня нет мелких камней, но они придут на следующей неделе, и тарелочку я закончу. Здесь будет, ну, я пока насыплю вот эти камешки, чтобы вы имели представление, как это будет выглядеть. Вот вся серединка будет, так, лишнее убираем, где-то добавляем. Вот что-то будет наподобие. И все это, конечно, будет хорошо приклеено. На сегодня урок заканчиваю. Надеюсь, вы узнали что-то новое. Урок вам понравился. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх. А следующий урок мы с вами будем оформлять приборы. На сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.